Привет, друзья! Вчера была несложная геометрия в США, она такая, но вот алгебра там бывает, будь здоров, вот такое уравнение. При поступлении в ведущий университет мира нам предлагается решить 4 в степени х минус 4х равно нулю. И именно решить, а не угадать корни, как это часто бывает. Нужно обосновать решение, написать, объяснить, почему корней столько, почему других нет и так далее. Ну что ж, поехали решать по-честному, как положено в таком университете. Вначале я напомню свойства из 6 класса степеней, которые, может, кто-нибудь забыл. Вот посмотрите, при возведении степени в степень показатели степеней перемножаются, верно? Основание остается прежним. Вот а в степени b и возвести в степень c. Получится а в степени b умноженное на c. Можно писать, что а в степени c умноженное на b и уединить а в степени c, возведя потом все в b. И так получится слева а в степени bc, справа а в степени cb. Это то же самое. Например, при преобразовании каких-либо выражений у нас получается 2 в третьей и в минус первой. Вот эти показатели можно менять местами. Что получится? 2 в минус первой и в третьей. А 2 в минус первой – это 1 вторая. И все это в третьей. Вот такие или примерно такие преобразования мы и будем совершать. Все, поехали. Идею рассказываю. Нужно перенести 4х в правую часть, конечно. Слева получим 4 в степени х, справа 4х. Надо в одной из частей избавиться от х, в левой. Как? Во что нужно возвести 4 в степени х, чтобы ушел х? В степени единицы, деленной на х, согласно нашему свойству. Дальше все получится. Я уже это сделал, поэтому я просто уберу нашу шторку, и все увидят, что у нас получилось. Итак, хоп, вот 3 первых действия перед вами. Итак, первое – перенос 4х в правую часть. Второе действие – возведение в степени единицы на х. И в левой части показатели перемножаются. Х умножить на единицу на х. В области, конечно, определения там все получается. И теперь число слева, а справа одни иксы. Надо преобразовать таким образом, чтобы сделать красивую замену. И вот я сделаю так. Снова обе части возведу в 1/4 степень, а затем еще в минус первую степень. Хотя можно сразу возвести минус 1/4. Посмотрите, что у меня получилось. Красивое. Итак, внимание. Оп, как и обещал, возвел обе части четвертым действием в 1/4 степень. Затем возвел еще в минус первую степень. Минус единичка оторвалась, ушло на основание. 4 в минус первая, 1/4. И здесь минус единичка оторвалась, ушла на 4х. И получили единицу делить на 4х. Теперь внимание. Смотрим на правую часть полученного уравнения. Единица делить на 4х в степени единицы на 4х. Конечно, замена мгновенно просится. Поменяем на t, единицу, деленную на 4х. Получим t в степени t равно 1/4 в степени 1/4. Все, дело сделано. Записываю. t в степени t равно 1/4 в степени 1/4. Какой ответ? Да все скажут. t равно 1/4. Подставляем уравнение замены. 1/4 равно единица на 4х. Четверки дало х единица. Х равно единица. Ура! Победа! Нет, не победа. Мы не поступили, ребята. Посмотрите, какая засада здесь. t в степени t равно 1/4 в степени 1/4. Оказывается, это равно еще 1/2 в степени 1/2. Посмотрите, 1/4 заменю. 1/2 в квадрате. Это что такое? 1/4. И возвожу, как и положено, в 1/4. Просто заменил 1/4 на 1/2 в квадрате. Теперь показатели перемножаются. И оба-на 1/2 в степени 1/2. При помощи корней это видно еще лучше. Таким образом, получается, что у нас есть еще одно значение t. 1/2. Но если подставить его в уравнение замены, 1/2 равно единице на 4х, х тоже получится 1/2. Итак, у нас есть t первая 1/4 и х первая единица. t второе 1/2, х второе 1/2. Таким образом, ответ на наше уравнение, на решение уравнения будет 1/2
и единица. Два корня. Ну, а теперь для особо одаренных скажу, что вот перед вами график функции t в степени t. У нас ведь фактически t в степени t равно какому-то числу а, верно? Вот у нас уравнение имеет вот такой вид. Сколько решений имеет это уравнение при различных значениях а? Так вот, оказывается, что наша функция имеет минимум. Это она не определена в нуле. От нуля до плюс бесконечности определена. Здесь выколотая точка. У нас в единице. Дальше идет вниз. Вот до значения единицы на e, где e знаменитое число Эйлера. Посмотрите на формулу на майке девушки. Вспомните великого Эйлера. Напишите, кто что знает по этому поводу. И так далее. Вот это число. Единица на e в степени единицы на e, это приблизительно 0, по-моему, 69, 0,7 напишем. 0,7. Таким образом, при значениях а больших, либо равных 0,7 меньших единиц у нас получается два корня. Два корня у этого вот уравнения. Видели? Давайте я возьму, даже красненьким проведу эту прямую. Нашу прямую. Вот как прошла наша прямая. Потому что 1/4 в степени 1/4 больше 0,7. Может, сами прикинуть там на каком-нибудь калькуляторе. И вот получается, что мы попали в 1/2 по t и в 1/4 по t. Вот напишу, это 1/2. Это 1/4. А вот это направление оси, это t, а это y. Видели, какая история? Получается два значения t, а уравнение замены дает два значения x. Ну что ж, спасибо тем, кто досмотрел. Непростая задача поступить в Гарвард. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Надеюсь, нигде не допутал. Допутал, простите меня, пока.